Ну что, Redmi AX6 Wi-Fi 6 роутер наконец-то на канале Технозон с обзором. Поехали! О, ребят, последнее время меня просто достали этим вопросом, когда же X6 появится у нас на канале. Было X5, если все помнят, коробку можно выкидывать, тут обычно куча рекламной хрени, которая ни о чем нам не говорит, кроме того, что здесь 512 мегабайт RAM, скорее всего. Мы еще с вами позже перейдем на AliExpress, посмотрим, что они там заявляются по техническим характеристикам. Ну что, здесь они еще заявляются, что 2976 Mbps у них скорость, как они там, скорость сети, ну это сугубо теоретическая, суммарная всех устройств. Слушайте, а он очень похож на X5. Кстати, обзор на X5 лежит в описании под видео. Пожалуйста, переходим, смотрим, распаковываем эту штучку. Я вот нацелился X6 наконец-то поставить себе домой. У меня в студии стоит Xiaomi AX3600. Действительно такой дурной роутер, лупит как сумасшедший. Здесь у нас, к сожалению, нет патчкорда. Вот не люблю, когда нет патчкорда. Вот просто не люблю. Хорошо, отбрасываем эти все коробки. Есть у нас блок питания стандартный Xiaomi. А вот что у нас здесь. Очень похож на Redmi AX5 в плане того, что у него сквозная вентиляция. Вот таким вот образом это сделано. То есть у нас есть и здесь диффузоры охлаждения. То есть если он стоит у вас на столе с вот такими вот антеннами. Кстати, антенны поворотные, достаточно добротно сделанные. И вот если стоит он у нас на столе, то по принципу конвекции хорошо охлаждается. Сзади у нас есть с вами 4 порта. Один из них WAN на 1000 мегабит и 3 1000 мегабитных LAN порта. Есть у нас разъем питания и кнопка Reset. Спереди, ну, 2 индикатора, System и интернет. Больше ничего в этом роутере нет. И то, что нет здесь USB портов, очень даже напрягает. Надежда-то была. Но не столь суть важно. Wi-Fi 6, есть Wi-Fi 6, Mesh-системы, у нас вся фигня, работает он вроде как с Midge. Будем с вами разбираться, что это такое, особенно за его цену. Это очень сладкое предложение, скажем так, за Wi-Fi, вернее, такие деньги за Wi-Fi 6, ссылка в описании под видео. Хорошо. Подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить наши дальнейшие видео. Ссылка на данный роутер вы поняли где. Ну а мы сейчас с вами переходим уже на AliExpress, посмотрим цену, технические характеристики, подключим и погоняем на 1000 мегабитной сети. Поехали. Ну, вы знаете, цена $68 за Wi-Fi 6 роутер со 160 МГц, то есть это достаточно демократичная цена. Почему? Потому что тот же самый AX3600 стоит в 2 раза дороже, минимум в 2 раза. Но давайте посмотрим, что у нас они тут заявляются. Так, Xiaomi Redmi роутер AX Wi-Fi 6. Слушайте, сейчас мы это все посмотрим более близко на FOPDA, но здесь уже здесь написано, что здесь процессор PQ 8070A 4 ядра по 1,4 ГГц. Кстати, это здесь не написано, я вам сразу говорю. Здесь есть у нас NPU, это двигатель, как они называют, двигатель сетевого ускорения, 1,7 ГГц NPU, память 512, 2,4 Wi-Fi 2 на 2 MIMO они поддерживают, и 5 ГГц 4 на 4 MIMO поддерживают, MU-MIMO. Ну и здесь у нас пошло там какие-то их рекламные картинки, как они это любят делать, заявляется, что какие-то суперские антенны. Слушайте, ну тут они упоминают про 160 МГц. Ну и конечно же, тут стоит не забывать, что этот роутер у нас поддерживает Mesh. В принципе, сейчас уже перейдем. Ну, слушайте, рекламные картинки вообще ни о чем мне не говорят. А вот на FOPDA более интересная информация, да, ну, те же самые 4 ядра, мы поняли, Cortex A53, IPQ8071A, класс роутера AX3000, класс Wi-Fi 2T2R плюс 4T4R, получается до 574 мегабит в секунду в 2.4 до 2402 в 5 ГГц. Это как бы суммарная скорость внутри сети возможная, да, теоретически.
И вот написано антенна, 6 антенн, внешних антенн с высоким коэффициентом усиления. Какой же коэффициент усиления, нигде не написано. Так, а вот здесь чуть ниже достаточно интересная информация. Xiaomi объявила, что все 4 модели маршрутизаторов AX6, AX3600, AX5 и AX1080 с поддержкой Wi-Fi 6 поддерживают технологии mesh-сетей, могут работать в одной связке. То есть вы можете, допустим, конфигурировать главное устройство AX3600, к нему поставить AX6, либо AX5, это будет совместимо. У нас также есть табличка, которая показывает разницу между AX6 и AX3600. В принципе, при том же самом процессоре мы понимаем, что в AX3600 у нас несколько больше памяти, в 2 раза по крайней мере. И плюс у нас есть разница в усилителях, то есть там немного сильнее усилители, плюс у нас, что у нас еще тут? Есть поддержка IOT, вот как они пишут, да, IOT, есть система поддержки VAX, ну, VAX 3600 для умного дома Xiaomi, блок питания там 2 ампера. Слушайте, вообще разница минимальная. Если вы вообще не паритесь с этим умным домом от Xiaomi, то я думаю, что AX6 это роутер выбора. И есть у нас даже картинки разбора этого самого роутера. Ссылочки на это все я положил в описании под видео, вы можете пойти посмотреть, как это выглядит в разборе. Я его вообще решил поставить себе домой, уж очень он мне понравился, я-то его уже протестировал. Ссылка, кстати, на проверенного продавца лежит тоже в описании под видео, мы именно там и покупали. Ну а мы начинаем наше тестирование с Wi-Fi 6, со спид-теста, потом мы тестируем на внешние устройства, сейчас мы тестируем на лэптопе с поддержкой Wi-Fi 6. И вот Wi-Fi у нас начал показывать 360, 370, это 5 ГГц, 400 мегабит. Вообще у меня максимально здесь именно в спид-тесте показывало более 500 мегабит на загрузку, более 500 на выгрузку. Ну вот более 500 на выгрузку мы видим, но реальные цифры мы с вами увидим конкретно на iPerf, на iPerf 3. Давайте еще разочек прокачаем, потому что у нас должна быть серия тестов. Ну и опять же стабильно выше 400 мегабит на ноутбуке. Мы также с вами сейчас, вот у меня подключен здесь мой сервачок файловый, вот он появился. Там мы уже проводили некоторые тесты. Видели, кстати, здесь спид-тест сейчас 496 мегабит выдал. Это, кстати, очень-очень круто. Почти 500 мегабит. Сейчас мы с вами перейдем на наш сервачок. Там у нас подключен сетевой адаптер, который я делал обзор. Ссылка тоже в описании под видео на этот сетевой адаптер для стационарного компьютера. Для адаптера, который стоит в ноутбуке, тоже есть ссылочка, мы его тоже обозревали. И поехали там тестируем на спид-тесте. Давайте я как раз пока оно тестирует, я вам покажу, что это именно Redmi 5 ГГц подключено, да, Redmi A9 FC 5 ГГц. И пошло-поехало 462 мегабита на загрузку, и я думаю, что около даже больше 500 на выгрузку. Это хороший показатель. То есть мы на разных устройствах получили примерно одинаковые показатели. То есть это значит, что он стабильно сейчас это показывает. Давайте пробуем с вами в Magic iPerf на компьютере, на стационарном с этим адаптером и тестируем на внешний мир на testyoukov.com. Поехали. Сервер тестовый в Нидерландах, и вот здесь мы видим Wi-Fi во всей красе. 700, 800, ниже 700 не опускается. То есть если суммарно брать скорость Wi-Fi, вот 759 на 756. Это просто огонь показатель. Еще раз тестируем. Давайте. Разгоняется и поехал. 700, 728, 595, 720, 730, 735, 746. Ребят, стабильный показатель выше 700. 720 на 717. Еще разочек. Дело в том, что мы с вами, конечно же, протестируем и Connect Wi-Fi to LAN, для того, чтобы понимать, насколько это все круто работает. Сейчас мы с вами тестируем на мобильном, ну, вернее, на смартфоне. Подключаем именно Redmi. Смартфон OnePlus 8 с поддержкой 802.11ax подключено. Поехали. Сначала спид-тест проверяем. Давайте стартуем. И это все такие же результаты выше 400 мегабит именно в спид-тесте. То же самое мы должны сейчас провести с вами в Magic iPerf. Почему? Потому что Magic iPerf... Ой, слушайте, здесь на выгрузку больше 800. Вообще огонь. Огонь. Мы, кстати, с вами еще проверим, наверное, при удалении через 3 стены. Одна из них капитальная и металлическая дверь есть. Тоже очень важный момент, как мы тестируем роутеры. Давайте iPerf сейчас пробуем. Поехали. Так, набираются наши потоки. И поехали.
897, 917, 920, 872. Я, честно говоря, в шоке. Сейчас нам выдаст наш результат. 978 мегабит на загрузку и 800 на выгрузку. Ребята, это просто жесть. Это просто жесть. Гигабит на Wi-Fi. Реальный гигабит на Wi-Fi 905. Слушайте, 960 на 834. Это рекорд для этого смартфона. Это просто огонь. Это просто огонь. Но, давайте так, если мы здесь имеем гигабит... не иди сюда, пожалуйста. Мы сейчас даем моей помощнице смартфон. Она выходит за две двери, вернее, за три... У нас 3 стены, да, получается? Одна из них капитальная и плюс еще металлическая дверь. Она выходит и проводит тест. И мы с вами видим, какой результат мы получаем. Держи. Нажимаешь на вот это вот стоп. Оно тестирует. Да, и возвращаешься. Да, и возвращаешься, давай. Да, оно пишет. Аня там уже пошла тестировать, мы ждем, откровенно говоря, результаты, но это реально круто. Действительно, реально классный роутер, он мне очень сильно нравится. При этом вот этот вот вариант с охлаждением придуман очень отлично. Слышу, уже идет. Ну что там с результатами? Сколько супер, сколько супер, сколько супер. 166 на 130. То есть это, теперь подумайте. У нас получается 15 метров расстояния, плюс одна дверь, плюс одна стена, вторая большая капитальная стена бетонная, и плюс еще одна стена и металлическая дверь. Результаты показываем как есть, ничего не скрываем, но на удалении 15 метров мы получили 166 мегабит на загрузку и 130 мегабит на выгрузку с такими вот препятствиями. Вообще отлично. Давайте теперь мы попробуем с вами погонять Wi-Fi to LAN. Во-первых, протестируем LAN обязательно и WAN в том числе. Ну, то, что здесь гигабит уже есть, мы с вами поняли. Давайте тестируем именно подключение через LAN. У нас тут загорелась Redmi. 797-798 мегабит на загрузку и чуть больше 600, даже ничего, 700, даже больше 700 на выгрузку. То есть здесь 1000 мегабитные LAN порты, у нас как бы вообще вопросов нет. Попробуем еще LAN на внешний сервер обязательно. И там вот мы получаем чистую скорость 900, 800, 885, это гигабитные порты. Все, здесь у нас вообще претензий нет, 879 на 879. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас с вами создаем на нашем смартфоне, создаем сервер. Создали сервер, самый простой, самый-самый простой. И сейчас мы проверим с вами LAN to Wi-Fi. Ну, само собой, Wi-Fi to LAN будет точно так же у нас работать. Вводим 192, 168, 28. 81. Ну, давайте немножечко с вами потока уменьшим, потому что сейчас повесим наш сервак на смартфоне. И поехали проверим. И тут у нас скорость LAN to Wi-Fi 863, 875, 857, 849. Мы понимаем, что Wi-Fi to LAN, LAN to Wi-Fi мы имеем больше 800 мегабит. Давайте еще раз. 900, 896, 903, 847. Слушайте, это очень хорошо. Это очень хорошо. Но мы также должны с вами протестировать и Wi-Fi to Wi-Fi. Это тоже обязательно. Давайте отключаем наш LAN. Wi-Fi to Wi-Fi обычно по технологии, так, подключены к Redmi, по технологии режется примерно в 2 раза. Ну, такая вот технология существует. Да, и мы видим, что это больше 500 мегабит Wi-Fi to Wi-Fi без LAN, то есть Wi-Fi to Wi-Fi соединение больше 500 мегабит. В среднем получилось 446 на 446, еще раз пробуем. И переходим к 2,4 ГГц. Да, у нас в пике больше 500 мегабит, в среднем 400 с чем-то вот получается. Сейчас мы увидим конечные результаты. 490 на 490. Это отлично. Хорошо, подключаем 2,4 ГГц. Они нас, конечно же, интересуют меньше, потому что покупать такие роутеры и использовать их в 2.4, это, честно говоря, ну, правило плохого тона. Поехали, не, это плохой тон, и поехали тестировать сразу на спид-тесте, и потом Wi-Fi to LAN, вернее Wi-Fi to Wi-Fi, нет, Wi-Fi to LAN сейчас испытаем. 160-150 мегабит, это нормально, 170 даже.
Это хорошие, это действительно хорошие показатели для 2,4 ГГц. Конечно, AX 3600 в этом деле валит намного больше, где-то 200-250, если брать такие тесты. Давайте сейчас с вами протестируем Wi-Fi to Wi-Fi в 2,4 ГГц. Поехали. И здесь мы имеем 170, 157, 131, 155, 151. Это мы Wi-Fi to Wi-Fi в 2,4 ГГц. 149 на 147. Подключили смартфон на 2,4 ГГц и тестируем внутри сети. У нас изменился IP-адрес 51. Поехали. Давайте стартуем. И в 2.4 Wi-Fi to LAN, LAN to Wi-Fi показывает, ну, что-то такие результаты пониже, чем Wi-Fi to Wi-Fi. Как-то так. Чуть выше 100 мегабит, но вот 101 на 100. Имеем, что имеем, показываем всю правду. 138, 110, 101. Короче, ребят, роутер классный. Вот по скоростным своим характеристикам он нереально классный. Мы выключаем наш смартфон, мы все выяснили, что мы хотели. И перейдем с вами к настроечкам, которые у нас есть. Мы сейчас с вами в настройках этого самого роутера. Сразу же мы на настройках Wi-Fi очень быстро пробегаем и останавливаемся на них на определенных моментах. То есть он поддерживает 2.4.5. Вы можете объединить сети 2.4.5 ГГц в одну бесшовную сеть. Но я бы не советовал это делать. Я люблю разделять. К тому же 5 ГГц у нас поддерживает 160 МГц. Мы это видим. У нас есть поддержка WPA3 шифрование. Это тоже очень хорошо для безопасности. Есть возможность выбирать каналы. У нас каналы от 5 ГГц от 36 до 165 и в 2,4 ГГц у нас каналы от 1 до 13. Сила сигнала у нас есть. Видите, как оно перевело через стену. Это значит самый сильный. И ну, здесь есть варианты усиления. Можно включать режим совместимости Wi-Fi 5, если какие-то устройства Wi-Fi 5 у вас плохо работают. Есть включение MU-MIMO и есть режим беззаботный. Опять такой перевод. Если эта функция включена, маршрутизатор может автоматически обнаруживать неинициализированные устройства Wi-Fi, поддерживающие Easy Connect. Это, кстати, для тех устройств, которые поддерживают Easy Connect, позволяет быстро настраивать через приложение Midja. Ну, короче, это совместимость с экосистемой Xiaomi. Но на самом деле вверху мы видим с вами вот такую вот штуку. Это добавление маршрутизации узла сетки Mesh. То есть поместите маршрут узла Mesh, который может быть добавлен рядом с основным роутером Mesh. Расстояние от основного роутера Mesh не более 3 метров. Включите питание, дождитесь, пока индикатор системы маршрутизатора станет синим. Вот, если мы нажмем поиск, не знаю, насколько он сейчас найдет мой EX3600 как основной роутер. И мы видим, что недоступно. Мы отдельно будем, наверное, снимать про Mesh видео. Это будет интересно. Вот поверьте, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, тогда не пропустите. В интернет-настройках у нас есть ну, стандартные настройки с типом соединения DHCP, шлюз по умолчанию. Мы также здесь можем выставить скорость порта WAN 1000 мегабит и 100 мегабит и переключение между режимом работы маршрутизатором и режимом работы реле. Вот здесь вот мы можем переключать. Это для того, чтобы мы с вами подключали его как Mesh. Есть поддержка IPv6. Это, кстати, у меня некоторые люди спрашивают, есть ли поддержка. В центре безопасности мы можем поменять пароль, режим черного-белого списка и есть управление фоновым контролем доступа. Также у нас есть настройки LAN, где мы можем определить, вернее, включать-выключать DHCP, определить диапазон IP-адресов, которые мы используем. Плюс у нас есть обновление, он будет обновляться, обновление приходит часто, он меня уже задолбало, если честно. Также у нас есть с вами дополнительные настройки. Это интеллектуальное ограничение скорости QoS, назначение статического IP-адреса DHCP, DDNS есть поддержка. Давайте переведем страничку. Это сервер динамических доменных имен. Плюс есть переадресация портов, перенаправление, тоже они его так называли. Поддержка VPN, но VPN в Xiaomi всегда был со странностей, и UPnP. Слушайте, но настройки достаточно интересные. Плюс хочется отметить, что здесь есть поддержка мобильного приложения от Xiaomi, и этот роутер может быть законнекчен именно через приложение, оно загружается через обыкновенный Play Market, и вы получаете отличное управление с помощью вашего смартфона, вашим роутером. В принципе, роутер достоин нашего внимания, вы видели все тесты, переходим и резюмируем. Ну, очень классный получился.
Слушайте, ну выводы. Я реально рекомендую данный роутер. Он неплох. Вы видели все скорости, которые он показывал, и это действительно вообще отлично. А еще можно, знаете, чуть вот так вот его ставить. Короче, как бы такой. Ночью собака будет в доме пугаться. Нет, на самом деле действительно неплох роутер. Я его отправляю к себе домой. Буду апгрейдить наконец-то свой роутер, который у меня был. У меня стоит сейчас Xiaomi Mi 3G. Правда, я его использовал раньше, потому что я туда поднимал бомжа NAS, я подключал жесткий диск. На текущий момент он без жесткого диска, и думаю, что это будет достойная замена по своим скоростным характеристикам. Ну что ж, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble и роутер Redmi AX6 на канале Технозон. Пока, ребят.